Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать базу для погодной станции. Поехали! В одном из предыдущих видео я создавал интернет-часы на базе ESP8266 и крутого ePaper дисплея. Эти часы получали данные через интернет от NTP сервера. Но реальное предназначение этого устройства было не в том, чтобы просто показывать дату и время, а в том, чтобы быть дисплеем для погодной станции. И сегодня мы попробуем сделать базу, основу, на которой мы будем в дальнейшем развивать и строить погодную станцию. В основе погодной станции я буду использовать VMOS D1 Mini Pro. Эта плата мне понравилась тем, что у нее есть гнездо для подключения внешней антенны, а также у нее намного больше памяти, чем у обычной ESP8266. Здесь стоит флешка на 16 мегабайт. Также я буду использовать RTC модуль. Я решил его использовать для того, чтобы не иметь привязки к интернету. Допустим, если интернет пропал или связь пропала, чтобы сохранялись дата и время, и в то же самое время можно было вести логирование каких-то данных на флешку. Вот такой интересный модуль, но подробнее об этом дальше. Давайте перейдем к рассмотрению схемы. Общая схема выглядит вот так. Она для начала будет простой, в дальнейшем схема будет усложняться и будут добавляться новые модули. Здесь ESP8266, VMOS D1 Mini Pro. К ней подключен модуль часов реального времени. Этот модуль подключается к пин, то есть 8 пин подключается к 8, 7 к 7 и так далее. Поэтому подключение здесь не составит какого-то труда. Основные пины это с D5 по D8 это SPA для подключения microSD флешки, а также первый и второй для I2C подключения часов реального времени. И также два пина питания, плюс 3,3 вольта и ground. Модуль RTC я модифицировал для того, чтобы он мог работать от 3,3 вольт. Поэтому пины 3,3 вольта и 5 вольт должны быть соединены вместе. Но будьте внимательны, этот пин 5 вольт нельзя соединять с вот этим пином. Потому что если вы соедините эти два модуля и подключите здесь USB кабель, то тогда 5 вольт пойдут на 3,3 вольта, если вы здесь соедините эти 5 вольт и эти 5 вольт. А соответственно, если на ESP пойдет 5 вольт, то она может сгореть. Даже очень большая вероятность того, что она сгорит. Все это устройство питается от аккумулятора. Дальше стоит преобразователь на 3,3 вольта. Этот преобразователь я рассматривал в предыдущем видео. Он имеет ряд своих преимуществ тем, что у него высокое КПД, а также очень низкое падение напряжения на самом стабилизаторе. Часть схемы я не буду распаивать, такую как, например, схема заряда аккумулятора, то есть TP4056 я не буду устанавливать, потому что TP4056 это линейный стабилизатор, то есть часть энергии, которая не идет на заряд аккумулятора, она просто уходит в тепло. Поэтому напряжение, которое выше, чем 4,2 вольта, оно просто уходит в тепло. А для автономного устройства это совсем не подходит. Поэтому для заряда аккумулятора я буду использовать схему TP5000. Это зарядное устройство будет заряжать аккумулятор, а работать все будет от солнечной панели. Здесь заявлено максимально 7,2 вольта и максимальный ток короткого замыкания 1,1 ампер. Но я проверял. Напряжение, да, есть 7,2 вольта максимальное, но ток короткого замыкания максимальный около 600 или 700 миллиампер. В общем, вот такая панель. И этой панелью будем заряжать аккумулятор. В результате у нас получится небольшое такое автономное устройство. Пока что оно ничего не будет измерять, кроме напряжения на аккумуляторе. Это единственное, что мы можем получить. И ввести этому лог. Но сейчас цель не сделать полноценную, все в себя содержащую погодную станцию, а сделать основу, на которой мы потом будем дальше развиваться. Нужно сказать несколько слов о переделке часов на DS1307. По идее, эта микросхема не должна работать на 3,3 вольта. Она должна работать только от 5 вольт. И это в принципе так и есть, но если сделать несколько модификаций, то эта схема заработает от 3,3 вольт. Что нужно сделать? Так как модуль реального времени работает от 5 вольт, то нужен конвертер уровней. В этой цели выступает сборка из 2 транзисторов и 2 резисторов. И эту сборку нам нужно убрать. Так как модуль будет работать от 3,3 вольт, то конвертер уровней с 3,3 вольт в 3,3 вольта нам не нужен. Для этого нужно вот эти 2 транзистора убрать. Также убрать эти 2 резистора.
И перемычками соединить контакты. То есть пин SCL вывести на пин D1, а SDA вывести на пин 2. Следующее, что нужно сделать, это нужно убрать ненужные компоненты возле батарейки. Это защитный диод, а также резистор. Эти детали здесь установлены для того, чтобы защитить от неправильной установки батарейки, чтобы не испортить модуль. Но в моем случае диод и резистор за сутки полностью высаживали батарейку. Я не знаю, почему так было сделано, но через диод и через резистор очень сильно утекал ток. Поэтому я эти компоненты убрал. Вы у себя проверьте, но сколько не читал, везде рекомендуют эти компоненты убрать. Следующее, что нужно сделать, это пин SWQ подтянуть к питанию через резистор. То есть нужно установить резистор любого номинала. Я поставил на 10 кОм. Резистор на 10 кОм нужно поставить для того, чтобы подтянуть этот пин к питанию. Как это выглядит на схеме? Вот эти два транзистора нужно убрать. Также эти два резистора, также этот резистор и этот диод. А в этих местах поставить перемычки. С обратной стороны нужно соединить пин 3,3 вольта и 5 вольт. Но это можно с другой стороны сделать. Я сделал с этой, кинул здесь перемычку. А пин 5 вольт я убрал вообще, чтобы случайно не попало сюда 5 вольт. Также я заменил кварц. В моем случае кварц оказался очень плохой. За 10 секунд время уходило вперед на минуту. То есть каждые 10 секунд время увеличилось на 1 минуту. Поэтому кварц я убрал и поставил точный кварц с какой-то электроники. Уже не помню, это какая-то компьютерная техника была. И оттуда я вытянул точный кварц и установил его сюда вместо того кварца. В общем, переделок получилось очень много модификаций. Следующее, что нужно сделать, это между этих двух пинов установить резистор на 10 кОм. Вот в этом месте установлен у меня этот резистор, прямо на лапках этой микросхемы. Без этого резистора ничего работать не будет. Вот такая модификация получилась, и теперь этот модуль может работать от 3,3 вольт. Вот так выглядит готовое устройство. Здесь у меня собран литий-полимерный аккумулятор на 10 тысяч мАч. Стоит зарядное устройство TP5000, преобразователь напряжения 3,3 вольта, а также двойная база для установки ESP8266, а также часов реального времени. Сюда к зарядному устройству я подключу солнечную панель, но сейчас я не подключал, просто чтобы было удобнее. Вот так будет выглядеть база для нашей погодной станции. Сейчас мы разберем код, который был написан для базы и для часов, и перейдем дальше к сборке. Вначале подключаются все необходимые библиотеки, библиотеки для работы с Wi-Fi, библиотеки для работы с MQTT сервером, потому что все данные я буду посылать на MQTT сервер и уже с него получать информацию. Я решил использовать именно MQTT, потому что с него можно получить данные легко во всем мире. Так, куда-то вы поедете, и вы все равно можете подключиться к интернету и получить любые данные. Можно, конечно, MQTT сервер организовать дома на базе какого-то домашнего устройства, той же ESP или той же Raspberry Pi, но это опять же будет только локально, только в сети, в районе дома это будет все работать, в зоне действия Wi-Fi. Если же куда-то дальше мне отойти или поехать куда-то, я данные уже не смогу получать. Поэтому я использую MQTT сервер. Дальше библиотека Wire для работы с часами реального времени, библиотека DS1307, также SPI для работы с microSD флешкой. И библиотека Ticker для отсчета секунд, хотя это в принципе не обязательно, но лучше ее использовать. Инициализируем объект MyFile и стартуем часы реального времени. Также инициализируем прерывание по времени и какая функция будет вызываться. Дальше идет объявление некоторых переменных, и главное, что нужно сделать, нужно ввести логин и пароль от своего Wi-Fi, а также все необходимые настройки для подключения к MQTT серверу. Я использую Cloud MQTT. Подробнее о том, как работать с MQTT сервером и как к нему подключаться, я рассматривал в предыдущем видео. Ссылка на него будет в описании. Также нужно ввести название файла, под которым будет вестись логирование. В данном случае я использую файл log.csv, который потом можно легко перевести в Excel для каких-то построения данных. Дальше идут различные переменные, которые участвуют в создании программы. Это переменные минут, часов, секунд и так далее.
переменная, которая хранит в себе название месяцев. Она, в принципе, нужна только для одной единственной цели. Для того, чтобы обновлять данные на часах реального времени. Инициализируем прерывание по таймеру 1 раз в секунду, и мы 1 раз в секунду разрешаем обновление данных. Следующая это функция получения данных с MQTT сервера, но мы ее рассмотрим немножко дальше. Объявляем класс MQTT сервера, объявляем класс MQTT клиента и инициализируем подключение. В основном цикле программы определяем пины на вход и на выход, которым будет производиться управление вот этой платой, не более. Дальше стартуем serial и инициализируем microSD флешку. Если она инициализировалась, то проверяем, есть ли на ней файл, в котором мы будем производить логирование данных. Если файла нет, то мы его создаем и записываем в него некоторые начальные данные. Будем ввести логирование даты, времени и напряжения на аккумуляторе. Для начала, думаю, этого достаточно. Стартуем часы реального времени и настраиваем их. Также стартуем прерывание по времени. В основном цикле программы проверяем подключение к интернету. Если подключения нет, то повторно производим переподключение. Если есть подключение к интернету, то проверяем, подключено ли к MQTT серверу. Если нет, то производим повторное подключение и подписываемся на топики. Погодная станция подписана на 2 топика. Это установка времени и корректировка времени. Если подключение к MQTT серверу есть, то тогда постоянно обновляем состояние клиента. Без этого работа с MQTT сервером будет немножко сложной. Дальше, если разрешено обновление данных, как мы рассматривали выше, разрешается 1 раз в секунду при помощи таймера. Итак, если разрешено объявление по времени, в serial выводим некоторую отладочную информацию, хотя это абсолютно не обязательно, это я для себя писал. Получаем определенные данные. Если прошла минута и если флешка microSD присутствует, то ведем логирование данных. Также через определенный промежуток времени отсылаем данные на MQTT сервер. А вот этот промежуток времени устанавливается немножко выше, Max Data Time. Максимальное значение это 30. Раз в 30 секунд отправляются данные на MQTT сервер. По поводу подписывания на топики. Рассмотрим функцию, которая была выше. Вот эта функция. Здесь, если мы получили какие-то данные от MQTT сервера, то мы в serial выводим, с какого топика и какие данные были получены. Дальше проверяем, относительно какого топика пришли данные. Если данные пришли с топика установки даты и времени, то тогда полученную переменную мы преобразуем в 2 переменных даты и времени и записываем новые значения даты и времени в RTC. Если же данные пришли в топик корректировки времени, то полученное значение мы относим к минутам. Если будет значение с минусом, например, -1, то мы отнимаем 1 минуту. Если с плюсом, то плюс 1 минуту. И опять же таки обновляем текущее значение даты и времени. Функция получения данных. Вначале мы получаем данные с часов, а также получаем напряжение на аккумуляторе. Если напряжение ниже, чем 3,5 вольта, то тогда переходим к выключению. В этом случае ESP отключает управление этой платой и питание полностью отключается, сохраняя тем самым аккумулятор. Вот эта функция Power Off, она просто переводит состояние одного пина с High в Low и питание полностью отключается. Функция логирования данных. Вначале открываем файл для записи. Если файл существует и он открылся, то тогда записываем определенные значения даты, потом записываем значение времени в часах, минутах и секундах, а потом записываем напряжение на аккумуляторе. Пока что это все, с чем ведется логирование данных. И функция отправки данных на MQTT сервер. Здесь в принципе особо чего-то сложного нету. Вызывается команда, пишем в какой топик будут отправляться данные и какие данные будем отправлять. Вот и все. Такой простой код. Код этого дисплея я не буду полностью рассматривать. Вы можете подробнее о нем посмотреть в предыдущем видео, а сейчас я только рассмотрю те изменения, которые я сделал. Во-первых, здесь больше нету NTP сервера. Подключение к нему не происходит. Это большей частью связано с проблемами моего интернет-провайдера. Почему-то через него нормально получить данные с NTP сервера практически невозможно. Поэтому от NTP сервера пришлось отказаться, и данные о дате и времени я получаю с погодной станции. Поэтому здесь вначале подключаются все необходимые библиотеки. Точно так же
настройки интернета и подключение к MQTT серверу. Много-много-много разных переменных, которые используются, и их здесь очень много. Только ради того, чтобы формировать изображение. В прерывание по таймеру я добавил разрешение на перевод дисплея в режим сна. Дальше изменил название топиков, с которых получаются данные. В данном случае это состояние батареи, даты и времени. 3 топика, на которые подписан этот дисплей, это устройство, с которых получаются данные. В данном случае погодная станция не включена, и вот данные о напряжении не приходят и не обновляются. Но дата и время здесь сами тикают, независимо от погодной станции. Просто что погодная станция может передать актуальные даты времени. Так, идем дальше. В сетап я особо ничего не менял, единственное только убрал настройки NTP сервера и может быть здесь некоторые другие настройки добавил. В общем, код здесь большой. Если вам будет сложно в нем разобраться, то я подробнее распишу работу этого кода в комментарии, потому что здесь изменений много мелких. Например, добавлена функция прорисовки на дисплее данных, полученных с погодной станции. В данном случае здесь добавлено отображение на дисплее напряжения на аккумуляторе. Ну, как вы видите, здесь 0. Также добавилась функция Daytime. Она нужна для того, чтобы можно было полученные данные перевести в значение времени. В данном случае я только время перевожу. В будущем это все будет модифицироваться, изменяться, и настройки времени тоже и даты будут меняться. Поэтому эта функция сейчас до конца не дописана. Сильно больших изменений здесь нету, просто очень много мелких изменений. Теперь нужно все это собрать. Погодная станция будет собираться вот в таком специальном боксе. Я его напечатал на 3D принтере. Ушло пластика, конечно, немало, около 400 грамм, около 40 часов печати. Отдельно была сделана дверца, а также небольшая рамка для того, чтобы закрепить сетку. Дверцу я закрепил на специальные петельки. Эти петельки используются в авиамоделировании, да и вообще в разных моделях. Классные петельки, они очень мягкие. Их очень сложно поломать. На всю дверцу хватило бы и 2 петелек, но я их 3 штуки поставил. Будет надежнее. Здесь стоит пленка, такая плотный пластик, похожий на пленку, но я что-то другое поставлю в будущем, когда найду что-то более получше. Здесь сделана решетчатая часть для хорошей вентиляции, для того, чтобы внутреннее содержимое хорошо проветривалось и в то же время была защита от дождя. Как можете увидеть, здесь уже установлена антенка. Это антенка, которая идет в комплекте вместе с VMOS D1 Mini Pro. И сюда мы все будем устанавливать. Устанавливаться все будет на вот такой вот держатель. Конечно, сделан не самым лучшим образом, но по крайней мере сюда можно что-то разместить. Сюда сверху мы установим всю нашу электронику. Здесь внутри сделано небольшое крепление для установки аккумулятора. Я эту коробку сделал специально довольно большой, для того, чтобы можно было разместить много всего, нужно было бы разместить много аккумуляторов и не переживать о том, что не хватает места. Как это будет все выглядеть? Вот аккумулятор, я его размещаю вот сюда. Так, покажу поближе как-то. Он там отлично поместился, этот аккумулятор. Сверху будет прижиматься вот этим держателем. Вот так он будет. В общем, как-то вот так он будет установлен здесь, а на него будет прикручена вся электроника. Не видно. В общем, вот так примерно это будет. Я сейчас соберу, скручу и покажу, что получится в результате. Итак, здесь все собрано. Открываем. Там видно основа, на которой установлена вся электроника. И сзади находится аккумулятор. Вот зарядное устройство для аккумулятора. Осталось только установить сюда антенну и всю остальную электронику. Берем VMOS D1 Mini Pro и устанавливаем. И также наш модуль часов реального времени. Подключаем антенну. Есть, антенна подключена. Все, можно включать. Нажимаем кнопку. Отлично. Наша мини-погодная станция, которая пока что измеряет только напряжение на аккумуляторе, готова. К ней осталось только подсоединить солнечную панель. Так, часы у нас обновились и получились данные с аккумулятора. Как вы видите, напряжение 3,86 вольта. То есть наша погодная станция работает и данные передаются. Осталось это все дело отправить на улицу, подключить солнечную панель для того, чтобы аккумулятор заряжался и чтобы все это работало.
Немножко скажу по работе аккумулятора в том виде, в котором он сейчас есть, то есть постоянно работающий ESP8266 и часы реального времени, это все подключено к интернету. И в таком режиме постоянной работы без глубокого сна потребляет около 80-86 мАч в час. Это довольно-таки много, конечно, для автономного устройства, поэтому нужно иметь хороший аккумулятор и хорошее зарядное устройство, то есть хорошую солнечную панель для того, чтобы в какой-то день, чтобы в течение дня это все могло полностью зарядиться. Ладно, переходим теперь на улицу, и на улице будем все это дело устанавливать. Для того, чтобы установить эту коробку, здесь будут сделаны отверстия, они там предусмотрены внутри, если будет видно, не будет видно. Там вот внизу одно отверстие, есть место под отверстие, там еще отверстие, и там вверху тоже. И сзади будут установлены, как бы это так повернуть, вот установлены вот такие вот крепления. И здесь стяжкой можно будет зафиксировать, затянуть к чему-то, к столбу или еще к чему-то. Итак, я установил вот таким вот образом. Сверху здесь стоит панель солнечная. И там уже идет, сейчас попробую показать, вон идет заряд аккумулятора. Пока что ничего не включено. Так, включаем. Есть, заработало. Он светится. Отлично. Наша погодная станция заработала. Мы ее закрываем. Сейчас нужно это все зафиксировать. Фиксировать будем на винты, чтобы надежно было. Не ту отвертку взял. Ну ладно. Итак, дверца держится. Вот наша погодная станция работает. Вот часы, они уже получают дату, время и напряжение на аккумуляторе. Давайте оставим это на несколько дней. Посмотрим, как будет себя вести аккумулятор, насколько он хорошо будет заряжаться. И потом возьмем с флешки лог-файл и посмотрим содержимое этого лог-файла для того, чтобы узнать, как хорошо заряжался аккумулятор или он плохо заряжался. Итак, прошло несколько дней. Сегодня уже 27 число, 10:23, 10:24. Показывает напряжение на аккумуляторе 3,8 вольта. Ну что ж, будем сейчас разбирать. Достанем оттуда флешку и проведем анализ данных, которые были сохранены за эти 2 дня. Выключаем питание. И теперь можно свободно доставать флешку. Вот наша флешка. Сейчас мы узнаем, что на ней. Итак, вот наша флешка. На ней сохраненный лог. И подключаем ее к компьютеру. Вот наш файл. Его теперь нужно экспортировать в Excel. Открываем Excel. Создаем новую книгу, данные из текста и открываем наш лог файл, импорт. Так, разделитель у нас есть, у нас не фиксированная ширина, в качестве разделителя у нас запятая, видите, сразу же поразделялись столбцы. Дальше, и это у нас, это столбец даты, а эти поставим общие. Готово. Окей, вставили. Теперь, что нужно сделать? Нам нужно сделать диаграмму, чтобы увидеть значение. Выберем эти 2 столбца. Вот, до конца их выделили. И теперь вставка, диаграмма. Вот такую вот диаграмму вставим. Отлично, вот наша диаграмма. Надо бы ее чуть-чуть откорректировать и чуть-чуть увеличить, чтобы можно было ее нормально смотреть. Итак, откорректируем этот столбец, ставим здесь, сколько у нас здесь минимальное было, 3,75 здесь сделаем. Вот так, табличка повыше. Отлично, оставим это. Развернем. И сделаем таблицу побольше. Вот так, думаю, достаточно.
Теперь можно проанализировать те данные, которые мы получили. Конечно, здесь есть некоторые шумы по питанию и скачки. Так, 3,84 и минимальный 3,81. То есть 0,03 вольта прыгает АЦП. 3,95, 3,98. То есть точность АЦП 0,03 вольта. Итак, смотрим. Вначале мы, это у нас по времени 11:49 примерно, мы начали замерять напряжение. Мы запустили погодную станцию. Пошел заряд аккумулятора. И после 15 часов, 15:05, пошел разряд. Скорее, так рано разряд пошел из-за того, что после 3 часов погодная станция попадает в тень. Неудобное расположение, и нужно будет как-то думать, в другое место может перенести не саму погодную станцию, а солнечную панель, чтобы она большую часть времени ловила солнце. Тогда длительность заряда будет увеличена. Итак, смотрим, с 15:00 идет разряд, и у нас аккумулятор упал до здесь, насколько, 3:35. Ой, это не 3:35, это время 3:35. 3:77 и 3,8. Ну, примерно, да, вот так. 3,7, 3,8 вольта. Это у нас ночью было. И с скольки тут времени? С 7:40 пошел заряд аккумулятора. Вот он у нас заряжается. И опять же таки он заряжался до 15:16. Если здесь посмотреть, здесь график выше. Степень разряда был меньше, чем за предыдущую ночь. Значит, уровень заряда аккумулятора, то есть солнечной панели от солнца, превышает уровень разряда. На данный момент это хорошо. Но если я добавлю еще какие-то устройства, то заряда будет не хватать. Будет больше разряжаться, чем заряжаться. Сейчас у меня погода малооблачная. Временами солнце, временами облака, которые могут закрывать свет. Из-за этого вот можно увидеть в этом месте такая просадка. Здесь облака были, которые мешали заряду аккумулятора. Тем не менее, аккумулятор зарядился больше, чем предыдущую ночь он был заряжен. Можно немножко сократить потребление электроэнергии, если отключить светодиод, который стоит на VMOS D1 Mini Pro. Вот этот светодиодик, он у меня горит постоянно, как бы показывая о том, что погодная станция работает. Это сохранит примерно 500-550 миллиампер за сутки сохранит. Немного, но тоже какая-то емкость. Что у нас здесь дальше? И это уже у нас 10:22, это я выключил погодную станцию. На аккумуляторе было 3,88, шел заряд аккумулятора. Сейчас погодная станция выключена, и аккумулятор заряжается, не разряжается. Так, что можно еще сказать по этой диаграмме? В принципе все, заряд идет. Нужно будет придумать о том, чтобы как-то солнечная панель можете в другое место разместить, или может, чтобы она как-то поворачивалась, какую-то платформу придумать. Может, я сделаю как в этом видео, которое я делал раньше, где я ставил солнечный трекер. Возможно, я сделаю такую установку. Посмотрим, будет ли эта установка эффективной, будет ли от нее толк, либо же много энергии будет тратиться на работу сервоприводов. Это опять же таки нужно будет проанализировать, посмотреть, построить графики. Но так или иначе, база для погодной станции уже есть. Есть что делать, можно туда добавлять уже модули какие-то, что-то, какую-то основу делать, на которой будет все это строиться. И будет интересная погодная станция. Так что не пропускайте новые видео. А я вам желаю успехов, и пусть ваши проекты будут действительно классными и интересными. Всем пока!